Здравствуйте, друзья! В моем городе появился новый домик. Вот такой угловой, с башенкой и красными деревянными балками. И мне не терпится показать вам, как я его строила. Основу я, как обычно, вырезала из листа ПВХ. В данном случае это 2 мм. Я очень люблю работать с этим материалом. Он легко режется, не размокает от воды, приклеивается любым клеем и хорошо держит форму. Но если у вас нет листа ПВХ и вам не хочется на него тратиться, то все детали вполне можно вырезать из картона. Окошки в этот раз я не делала сама, а использовала купленные на AliExpress. Все окошки стандартные, а чтобы получить необходимые мне форму и размер, я вырезала нужное мне количество сегментов. Вот такая заготовка у меня получилась. Все места соединения деталей я на всякий случай проклеила массой изнутри для усиления каркаса домика. И теперь можно приступать непосредственно к лепке. Прежде чем наложить пласт глины, я смазала как следует заготовку клеем ПВА. И теперь стараюсь склеить основу и массу так, чтобы между ними не осталось пузырьков воздуха. Толщина слоя массы примерно 2 мм. Обрезаю лишнее снизу и сверху. Можно это сделать любым макетным ножом или даже ножницами, если вам удобно. Масса очень мягкая, податливая и легко режется. Вы, наверное, обратили внимание, что задняя стена моего домика достаточно странной формы. Это сделано не случайно. Дело в том, что у домика уже есть свое место на улице моего города. И чтобы он стал туда красиво, необходимо было сделать вот такую выемку у задней стены. Силиконовым стеком дорабатываю основную форму домика, выделяю углы и стены, срезаю ненужные части массы. Большого пласта массы мне не хватило, чтобы полностью обернуть в него домик. Но это не беда. Закрываю неохваченные части домика небольшими кусочками массы и примазываю с помощью клея или даже просто воды. Вырезать окошки макетным ножом совсем не сложно. А чтобы точно понять место расположения окошек, продавливаю вот так немного пальцами. Масса сохнет на воздухе и с течением времени покрывается сухой корочкой. Чтобы этого не происходило во время работы, я смачиваю поверхность водой. Ну и еще раз прорабатываю внешние стены до тех пор, пока не добьюсь результата, который бы меня устроил. А смятый кусочек фольги я использую для того, чтобы придать фасаду фактуру неровной старой стены. Стена в принципе готова. Окошки можно вставить на любом этапе. Можно прямо сейчас, как делаю я в этой работе, или в самом конце, когда работа уже полностью выполнена и даже прокрашена. Перед тем, как вставить, внешнюю сторону рамы смазываю клеем. В домик будет проведен свет, и мне бы не хотелось, чтобы внутренняя часть домика осталась белой.
Мне кажется, гораздо уютнее будет смотреться темный оттенок. И, конечно, эту работу было бы логичнее выполнить на этапе сборки. Пожалуй, самая сложная часть работы – восьмигранная цилиндрическая крыша для башенки домика. Я нарисовала на обычном листе бумаги в клеточку вот такой шаблон и по нему вырезала из картона 8 одинаковых деталей. В данном случае я специально выбрала за основу картон. Видите, нижняя часть детали сильно расширяется, и склеить подобную форму из негнущегося листа ПВХ я бы точно не смогла. А картон позволяет сделать это без проблем. Хотя нет, я бы сказала почти без проблем, потому что определенная доля усидчивости в данной работе все-таки необходима. И кроме клея я использовала изоленту, чтобы соединить все 8 деталек вместе, но никак они не хотели склеиваться сразу. Дала заготовочке подсохнуть и накрыла ее сверху массой. Вот что у меня получилось. Это уже высохшая заготовка. Примеряю ее, и внутренний картонный слой можно вполне оторвать. Он мне не нужен. Исправляя свою прошлую ошибку, внутреннюю часть заготовок для крыши сразу выкрасила в коричневый цвет. Соединяю детальки крыши с помощью клея и вот такой тоненькой колбаски из массы. Еще раз примеряю башенку. Конечно, крыша мешает пирамидке встать на свое место, поэтому необходимо обрезать лишнее. Примеряю, немного обрезаю. Примеряю еще раз и еще раз обрезаю. Крыша пока еще не совсем высохла, поэтому можно обрезать ее просто ножницами. Но прежде чем приклеить крышу башенки, мне нужно закрыть вот эту небольшую дырочку между стеной и основной крышей. Ну и теперь можно поработать над самой крышей, выложить ее черепицей. В принципе, есть разные способы, как это сделать. В данном случае я применила вот такой. Я заранее делаю оттиск фактурной черепичной крыши. С обеих сторон присыпаю массу кукурузным крахмалом, чтобы она не прилипала. Как следует продавливаю каждый кусочек массы, чтобы как можно рельефнее проявилась фактура черепицы. Оставляю массу на просушку вверх фактурным слоем. Ненадолго, где-то на полчаса, чтобы верхний слой немного подсох, но масса осталась в принципе мягкой, особенно снизу. После просушки примеряю лист к крыше и вырезаю необходимые мне формы детали. Работа несложная, единственное важное замечание, которое я могу здесь сделать, необходимо четко следить за направлением черепичек, чтобы не положить их кверх ногами. Место стыка деталек можно закрыть какими-нибудь декоративными элементами.
Ну вот, теперь можно приклеить крышу башенки. Как всегда, на колбаску из массы и клей ПВА. Козырьки и откосы крыши тоже нужно обработать. Можно это сделать теми же декоративными элементами, которые были использованы раньше, или просто аккуратно закрыть тонкой полоской массы. Ну и теперь самое интересное. Старые деревянные балки, которые так украшают любой фахверковый домик. Балки побольше, разделяющие этажи, я сделала из декоративных элементов, примерно таких же, какими декорировала крышу. А вот таким образом я создавала фактуру для более тонких перекладин. Раскатала небольшой пласт и постаралась сделать фактуру близкую к деревянной балке. Оставила на полчасика для просушки верхнего слоя, а потом нарезала тонкими полосочками и на клей приклеила к стене домика.
небольшое крылечко перед входом, и работа по лепке закончена. Приступаю к окрашиванию. Мне очень нравятся фахверковые домики в бело-синей гамме. Я решила, что у меня будет именно такой домик. Тем более, что изначальный цвет окошек очень подходил к этой теме. Чтобы цвет стен не казался совершенно белым пятном, я разбавила его цветом слоновой кости. Крышу окрасила в черный, тоже добавляя в него немного сине-серого и зеленого оттенков. И мне даже понравилось, что получилось в итоге. Но когда я поставила этот домик рядом с другими, уже готовыми домиками моего города, я поняла, что он совершенно потерялся и стал выглядеть каким-то блеклым и черно-белым. Решила перекрасить его почти полностью. Оставила только крышу черной. Нижний этаж теперь будет в традиционных оттенках охры. А верхние этажи будут украшать яркие красно-коричневые балки. Вот что вышло. Да, наверное, так лучше. Для яркого города нужен яркий дом. А сине-белую красоту я обязательно сделаю как-нибудь потом, отдельно. Покрываю домик лаком. У меня матовый, акриловый, на водной основе. После обработки лаком и полной просушки изделие можно без проблем протирать влажной тряпкой. Вот и все. Работа готова. Мне будет приятно, если после моего видео у кого-то из вас на полочке появится домик, сделанный своими руками. А если вам понравилось то, что я делаю для вас, вы можете похвалить меня, нажав кнопочку с пальцем вверх.
или даже написать сообщение. Если же у вас появились какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу на них в комментариях. Надеюсь на новую встречу с вами. До свидания.